И последний выключатель не рукой, а локтем. Ой, простите. Я репетировала, как буду вам рассказывать о себе, и, видимо, начала вслух. Погодите. Самое главное под запись. Вот, идет. Теперь сначала, пожалуйста. По телефону вы сказали, что вопрос у вас профессиональный. Да, но я пришла не жаловаться. Мне нужно, чтобы вы, как специалист, выслушали мой метод и сказали, что он правильный. Или подсказали, чего в нем не хватает. Со стороны ведь всегда виднее, а показать мне некому. Сначала о себе, чтобы вы понимали, с кем говорите. Я работаю завскладом, на учете. Приход, расход, раз в квартал инвентаризация. Ошибок у меня не бывает. Муж на вахте по 2 месяца, дети выросли и живут отдельно. Хозяйство я веду одна, и дом у меня такой, что хоть комиссию приводи. Теперь по делу. В прошлом году, осенью, у меня начались проблемы со сном. Просыпаешься и не можешь пошевелить рукой, даже пальцем. Грудь давит, как будто сверху положили мешок с мукой. И в ушах гудит, низко, как трансформатор. Всегда в одно время, 3:40. Сначала я думала, что мне это снится, но на 5-ю ночь поняла, расписание у него точнее моего. Я называю его навалка. Надо же как-то называть. Я сразу же пошла по врачам. Сердце, сосуды, голова – все чисто. Не сказали попейте успокоительного. Ну я и попила. А навалке все равно, как по часам, 3:40. Однако я нашла метод. Случайно. Однажды перед сном перемыла всю посуду. Вылила воду из чайника до капли, и ночь прошла легче. Ну, наполовину легче. Я стала пробовать дальше. Если гасить свет по порядку, кухня, комната, ванная, прихожая последняя, еще легче. Если внутренние двери оставить приоткрытыми на ладонь, не настежь и не закрытыми, ровно на ладонь, то еще легче. Так и собрался порядок, шаг за шагом. На все уходит минут 20. Сейчас расскажу, как это выглядит. Начинаю я в половине 1. Посуда вымыта и убрана, в чайнике пусто, тряпки отжаты насухо. Стакан с водой стоит на подоконнике, про воду вы уже слышали. Потом свет, по порядку. Затем окна, подхожу к каждому и говорю «закрыто». Вслух, спокойно. Окон у меня 5, с балконной дверью 6, значит всего 12. Потом счет. 11 розеток, каждую проверяю пальцем. Затем коридор, дважды, туда и обратно. Полы, если мыло вечером, должны высохнуть до начала. По мокрому начинать нельзя, это я выучила. И последний – прихожая. Свет там гасится из темноты, на ощупь. Это самый неприятный пункт, но он последний. Заканчиваю в 3:10, если нигде не сбилось. Полчаса на то, чтобы лечь и затихнуть. 3:40 оно приходит, поддержит и отпустит. При правильном порядке тяжесть минут на 10, терпимо. В 7 я встаю и еду на работу. Первое время я начинала в 1:00 ночи, теперь в половине 1. Это от того, что я стала опытнее и вижу больше. Неопытный глаз половины не заметит. Про чайник, например, я 4 года не знала, что он считается. Времени это берет, конечно. В гости я не езжу. В чужом доме порядок не сделаешь. Хотя один раз пришлось. Ночевала у сестры, когда ту прихватило давление, и я все сделала у нее, пока она спала. Квартира чужая, я даже не знала, сколько там розеток, но справилась. Горжусь, если честно. Отпуск мы с мужем не совмещаем, оно и к лучшему. В поезде я бы и не смогла. Подруга каждое лето зовет на дачу с ночевкой, я отвечаю, что у меня аллергия на сено. 5 лет уже аллергия. Сплю часа 3, но мне хватает, я привычная. Один пункт иногда не идет, последний. Выключатель в прихожей. Рука к нему не поднимается. Знаете, как отсидишь ногу. Висит и не слушается. Вот так же. Я приспособилась, гашу локтем. Это от усталости. В 4 утра любая рука отяжелеет. Скажите, а бывало, что порядок не выполнялся? Хоть один раз? 1. Года 3 назад меня увезли с почкой, прямо с работы. И сутки продержали под капельницей.
Ночь я провела в палате, где свет гасила не я, где 6 чужих окон и ни одному не сказано закрыто. И та ночь прошла никак. Понимаете? Никак. Ничего не пришло. Я лежала, ждала до утра. В 3:40, в 4, в 5. Было пусто и тихо, только соседка дышала. Мне до сих пор, я вам честно скажу, мне тогда стало обидно. 8 лет, все по минутам. А ничего случилось в казенной палате, при чужих людях. Без единого моего пункта. Я про ту ночь часто думаю. До сих пор баланс не сходится. Хотя объяснений тут сколько угодно. Больницу ему, может, нельзя. Или порядок работает с запасом, как прививка. Любой из 3 я не настаиваю. Домой я вернулась к обеду. И с той ночи каждая закрыта, говорю по 2 раза. Поехали дальше. Погодите, а если попробовать такую ночь дома, одну? Ничего не гасить, не считать, лечь и просто спать. Можно под присмотром. У нас есть дневной стационар, есть я, в конце концов. Нет, и поймите меня правильно, я не упрямая. Если ночь пройдет тихо, это докажет только, что можно распускаться, а это неправда. А если не пройдет, отвечать кому? Вам? Отменять порядок я не стану. Его надо правильно вести, я за этим к вам и пришла. Вот скажите мне, как врач, метод разумный? Год почти, ни единого срыва, кроме той больницы. Это же результат? Я не прошу лекарств, мне ничего не нужно. Просто посмотрите со стороны. Может, я что-то упускаю? Может, надо еще что-то добавить? Я аккуратная. Скажете, добавлю, у меня все получится. Время наше, к сожалению, вышло. Давайте так. Приходите через неделю и расскажите, как идут ночи. Утром вам удобно? Утром да. Вечерами я занята. Если выйду сейчас, успею на автобус в 17:40. Дома буду в 7. Посуда, чайник, тряпки, все 9 розеток. Это до 1:30. Спокойно, с запасом. Я к началу никогда не опаздываю. Проходите, садитесь. Я включу запись, если вы не против. И я все разговоры записываю, потом переслушиваю. Привычка. За годы этих переслушиваний заметил одну вещь. Чем подробнее человек помнит себя, и чем меньше в его рассказе чужих имен, тем осторожнее надо слушать. Профессиональная деформация, не обращайте внимания. Вас, насколько я понял, по звонку попросили прийти. Кто попросил, если не секрет? Жена. Ей кажется, что я слишком много работаю и слишком мало сплю. Она у меня человек тревожный, ей спокойнее, если я покажусь врачом. Я пообещал ей час, так что час у вас есть, доктор. Дальше меня ждет клиент. И чтобы не ходить кругами, главное скажу сразу. Я учу людей брать свое. Этим я зарабатываю, это у меня получается лучше всех, кого я знаю. И ничего загадочного я в этом не вижу. А практически это выглядит как? Что вы делаете? Практически. Человек приходит и рассказывает свою проблему. Я слушаю минут 20, не перебивая. Прямо как вы, доктор. Потом говорю, что делать. 1 раз, целиком, без вариантов. Я не повторяю и не уточняю. Кто переспрашивает, тот уже торгуется сам с собой. Совет либо выполняется точно, либо я возвращаю деньги. За все годы возвращал лишь 2 раза. Откуда я знаю, что говорить? Понятия не имею, и мне не стыдно в этом признаться. 20 лет я разбирал чужие дела, где-то весь этот опыт должен храниться. Я называю это зрением. Я вижу решение сразу, как вы видите, какого цвета стена. Мне нечего проверять и нечего считать. Посмотрел и сразу понял. Да, еще правило. В одной отрасли я веду только одного человека. Коллеги считают это щепетильностью, а я считаю простым здравым смыслом. Клиентов я не ищу, они приходят сами. Отказываю чаще, чем соглашаюсь. Посмотрю на человека и сразу понимаю, потянет или нет. Гонорар высокий, и я его не стесняюсь. За точность платят. Первый настоящий случай был лет 8 назад. Молодой человек унаследовал долю в семейном деле и хотел продавать. Родня давила, деньги предлагали хорошие.
Я сказал: «Держи и молчи». Через полгода его доля стоила втрое дороже. Еще через год он выкупил остальных. Теперь присылает мне людей, а я беру далеко не всех. Была хозяйка 3 пекарен, колебалась, брать ли 4-е помещение на Тихой улице. Я сказал: «Бери». Через год эту улицу стали называть по ее вывеске. Был покупатель на старый складской комплекс. Место хорошее, да цена невозможная. Продавец знал, что склад нам нужен, и не двигался. Я сказал: «Не отвечай до четверга». В среду пришел окончательный отказ, а в четверг, после обеда, продавец позвонил сам и принял наши условия. Позже выяснилось, в четверг утром банк потребовал у него досрочно 41 миллион 600 тысяч по другому обязательству. Ровно ту сумму, которую мы выгадали на скидке. Не приблизительно, ровно. Даты, если хотите, проверяйте. Каждый совет у меня записан. Число, что сказано, что получилось. Но могу и по памяти, я эти истории рассказываю со сцены. Вот, директор мебельного производства, позапрошлой осень. Конкурент рядом сбивал цены. Все советовали снижать вслед. Я сказал: «Держи цену и готовь склад под большие заказы». 5 октября он поднял отпускную цену, а в ночь на 9 у конкурента сгорел сушильный цех. Мне позвонили рассказать, и я, помню, обрадовался. Значит, склад мы готовили не зря. Радость профессиональная, ее не все понимают. К декабрю все контракты перешли моему клиенту. Заместитель директора страховой компании собирался уходить в другую фирму. Я сказал: «Сиди до осени». В сентябре его начальника сняли за растрату, который 7 лет никто не замечал. И в тот же день нашего клиента назначили на освободившееся место. Я приехал с ним подписывать бумаги, и в дверях столкнулся с тем, снятым. Как сейчас помню, несет картонную коробку, зеленая настольная лампа, кружка с отколотой ручкой и детский рисунок в пластиковой рамке. Рисунок все время сползал, он придерживал ее подбородком. Это я почему-то помню отчетливее самого назначения. Тот же день, вы сказали? Ну, не день в день. Сняли накануне вечером. Приказ о назначении подписали на утро. По сути, да. Забавно вышло. Решения в конторах зреют одновременно. Это закон среды. Руководительница отдела в торговой фирме спрашивала, когда заводить разговор о повышении. Я назвал последнюю неделю марта. 26-го коммерческого директора увезли из кабинета с приступом. 30-го она подписала свое назначение. Прекрасный работник, до сих пор благодарит. Бывает и несоразмерно. Одному я советовал пустяк. Не подписывать бумагу в пятницу, подождать до вторника. Он подождал. В воскресенье в том же здании, у конторы, которая к его делу никакого касательства не имела, ночью прорвало трубы. 3 этажа, архив, месяц ремонта. Про его бумагу все забыли, и подписал он ее во вторник на своих условиях. Вот эту несоразмерность я объяснить не берусь, да и не пытаюсь. Мне платят за результат, за объяснение нет. Свежий случай для полноты картины. Владелец транспортной конторы спрашивал, выходить ли на северное направление. Там давно сидел перевозчик постарше. Я сказал: «Выходи». Договор подписали 11-го, а 15-го у этого... Вот, кстати, смешно. Не вспомню, как его звали. Своих я помню всех, с отчествами, днями рождения, а тех, кто оказался по ту сторону, никогда почему-то. В общем, 15-го у него случился разрыв с сыном. Сын забрал половину машин и уехал. И северное направление осталось моему клиенту. Тоже, кстати, доволен. На выступлениях я шучу, что у моих клиентов на редкость невезучие соседи. Зал всегда смеется. Люди ведь любят тайну. Чутье, знаки. У жены одного клиента совет директоров сверяется с гороскопом. А мне тайны нет. Я не верю ни во что, чего нельзя записать в столбик. Только опыт и результат. Я, наверное, самый трезвый человек из всех, кого я знаю. За трезвость и платит. Теперь о том, что тревожит жену, чтобы вы не думали, будто я о себе молчу. Сплю я мало, это правда. Просыпаюсь в 5 утра без будильника и сразу же сажусь работать. При моей загрузке это скорее подарок. Старые друзья куда-то рассосались, но у всех занятых людей так. На дружбу не остается часов. Дочь взрослая, живет отдельно, звонит теперь реже, жизнь своя, я уважаю. Дом у нас большой и тихий, жена рано ложится, а я до ночи сижу с бумагами. От моего графика она и устала.
Отсюда наш с вами разговор. Из смешного. От меня уходят вещи. Часы, ручки, перчатки. Теряю постоянно. Секретарь покупает перчатки коробками. Одинаковые. Советы даю без промаха, а пару перчатку держать не могу. Издержки темпа. И цветы у меня в кабинете не живут. Ни один дольше месяца. Хоть поливай, хоть не поливай. Секретарь их просто меняет, я перестал замечать. Сейчас запись ко мне на 4 месяца вперед. Я поднял цену вдвое, только чтобы очередь не росла. И очередь все равно растет, люди согласны ждать. Жена попросила показаться вам, я показался. Честно говоря, рад. Разговор меня самого освежил. После вас у меня встреча, человек в тяжелом положении. Партнеры выдавливают его из собственного дела. Будем вытаскивать. Ради таких случаев мы и работаем. Приятно вернуть человеку то, что ему причитается. Спасибо за час, доктор. Запись я сохраню. Жене скажите, что приходили. Этого обычно бывает достаточно. Всего вам доброго. И вам. Надумайте сами что-нибудь решать, позвоните. Время для вас всегда найду. Первый совет – подарок. – 26 лет. Из них 21 в ночную, по собственному желанию. Ночь мне подходит. Больше дел, меньше начальства. Город ночью я знаю лучше. Лучше, чем днем. Днем я сплю. Секунду. Это я хочу под запись, целиком. Привычка у меня такая. Все. Пишем. Фельдшер выездной бригады, 26 лет стажа, 21 в ночных. Слушаю вас. Я изложу по порядку, а вы уж сами решите, к вам это или не к вам. Есть тип вызова. Повод всегда одинаковый, плохо с сердцем. 4 час ночи. Приезжаем, дверь открывает кто-то из родных. В квартире темно, свет горит только на кухне. И чайник еще горячий. В таких домах нас всегда ждут с чаем, который потом никто не пьет. Больной уже сидит, уже отпустила, и он смущается. С настоящей болью люди требуют, а эти извиняются, что потревожили зря. Рассказ всегда один и тот же. Проснулся, пошевелиться не мог, грудь давила, в ушах гудела. Потом прошло само. Дети, если есть в доме, спят, их почему-то не будет. Я делаю все положенное, давление рабочее, сатурация в норме. Кардиограмма чистая, хоть в методичку вклеивай. Рекомендую показаться неврологу. Заполняю карту, желаю спокойной ночи. Через час следующий адрес. Такие вызовы у любого ночного фельдшера есть, это не новость. Новость в том, сколько их у меня. 6 лет назад я завел тетрадь. Для себя, отчетность тут ни при чем. Я человек бумажный, мне так спокойнее. Записываю время, улицу, возраст, 2-3 фразы со слов больного. Первую тетрадь я списал позапрошлой весной, теперь идет вторая. В обеих вместе 192 случая. 192 за 6 лет? У вас одного? У меня одного. Бригада про тетрадь не знает, я на смене это не обсуждаю. А состав какой? Возраст, пол, что-нибудь еще? В том и дело, что ничего. От 19 до 83. Мужчины, женщины, спортсмены, лежачие, всех поровну. Медицина любит группы риска, а здесь групп нет, как будто набирали по жребию. А в момент самого приступа вы кого-нибудь застали? Кардиограмма вовремя? Нет, ни разу. Тут есть тонкость, я ее тоже записал. Звонят они не сразу. Приступ отпускает минут через 10, потом люди еще сидят на кухне и решают, было или показалось. Вызов приходит через полчаса, когда чайник уже согрет. Сколько ни гони, застаем норму. Дорога у нас в среднем минут 7, ему хватает 5. Теперь наблюдение по тетради. Их 3, и по отдельности каждая ерунда. Первое время. В карте пишется около 4, а по записям окно от 3:35 до 3:50. С
170 случаев из 192 в эти 15 минут. Настоящие сердечные размазаны по всей ночи. Я поднимал старые смены и сверял, а эти как по гудку. Проверил по календарю, луна ни при чем. Второе – адреса. Я был уверен, что они разойдутся по всему городу. Центр, окраины, частный сектор, чего им кучиться. Купил карту, разложил на кухонном столе и стал ставить точки карандашом, по тетради, с первой записи. Они ложатся кустами. 2-3 недели – один район. Дом, потом соседний дом, дом через двор. Потом куст закрывается и открывается на другом конце города. Я стер все и занес заново, медленнее. Получилось то же самое. Карта теперь у меня под клеенкой, чтобы дома не спрашивали, что это. По прошлой зиме куст шел вдоль набережной. Подъезд за подъездом. На 3-й неделе я уже угадывал, куда поедем. В одном доме нас под конец встречали как участкового. Соседка открыла дверь раньше звонка и говорит: «У них на этаже на неделе уже у 2 так было. Я чайник поставила, как увидела вашу машину во дворе». А адреса помните? Устами помню. По отдельности нет. Для этого и тетрадь. Третье – повторов нет. Ни одного за 6 лет. Кому я приезжал на такой вызов, оттуда больше не звонят. Хорошо бы думать, что помогло, но я же ничего не делаю. Норма, рекомендация, подпись. Вы это докладывали? Заведующему, эпидемиологу? А чего докладывать? Смертей нет, госпитализации нет, кардиограммы чистые. По бумагам ничего не происходит. 192 случая и ни одной цифры, за которую можно ухватиться. Отчетность такое не видит, видит только тетрадь. Про себя расскажу для полноты. Живем вдвоем с женой, дети взрослые, живут отдельно. Жена за эти годы привыкла жить со мной в разнобой. Она ложится, я выхожу. Ночи я, честно говоря, люблю. Город в 4 часу пустой, светофор мигает желтым. Слышно собственный мотор, и ездят кроме нас одни такси и хлебные фургоны. Сплю днем наглухо. Шторы, беруши. Жена в эти часы даже посуду не моет. Чемодан собираю с вечера сам. Никому не доверяю. За все эти годы ни одной забытой вещи. В отпуске не был 4 года. Подменить некому. Ночных на подстанции нас 2 осталось, а второй просится в день. И одна мелочь. Жена говорит, что в выходной, когда смены нет, я все равно просыпаюсь в половине 4. Сам я этого не помню, просыпаюсь и опять засыпаю. Организм привык ждать вызова, только и всего. Я потом посчитал за 21 год ни одной ночи, которую я бы в этот час проспал. Ни одной. Или на линии, или вот так, дома. Смешно выходит. Я, наверное, один на весь город знаю про это время все, и ни разу в нем не спал. Теперь, собственно, вопрос, с которым я пришел. Тетрадь эта. Я ведь раньше никогда ничего для себя не записывал, а теперь жду смены, чтобы дописать. Прихожу утром и раньше душа, раньше завтрака открываю ее, ставлю ночные адреса. Если выходной и смены нет, мне не по себе, как будто пропустил. Жена посмеивается, а мне вот не смешно. В моем возрасте новые привычки просто так не заводятся. Скажите, как специалист, это навязчивость? Мне важно оставаться точным, работа такая. Ведение записей само по себе привычка здоровая. Я, как видите, тоже записываю все подряд. Меня в вашем рассказе тревожит другое. Слова «жду смены». И про пропустил мы еще поговорим отдельно. Но сначала закончим с тетрадью. Вы сказали 2-3 фразы со слов больного. Какие фразы? Обычные. Проснулся, пошевелиться не могу. Думал, помираю. На грудь будто мешок муки положили. Это я слышал от 2, слово в слово. Учительница на проспекте и сварщик с того берега. Даже отметил себе, что дважды. И одно слово есть, не медицинское, домашнее какое-то. Первый раз 4 года назад. Пожилая женщина, пока я собирал чемодан, гладила дочь по спине и сказала:
Навалка ныне короткая была. Спи. Дочь взрослая уже, лет 40, огладила ее как маленькую. Я запомнил смешное слово, теплое даже. А этой зимой в другом конце города мужчина лет 40 говорит: «У меня Навалка, как у отца была». Я переспросил: «Что у вас?» Он смутился и поправился. «Давление», — говорит. Люди незнакомые, концы разные, а выражения одинаковые. Занятно. Да, занятно. Знаете что? Запись я выключу, время позднее, пленку жалко. Как скажете. Мне и пора уже. Смена с 8, еще чемодан проверять. Я вас провожу. Тетрадь берегите. Навсегда со мной. В чемодане лежит. Доброй вам ночи. А у меня она обычной будет. 4-5 адресов до рассвета.